Господа, близится время праздников, а значит и время дарить подарки, которые можно купить в магазине alltime.ru. Как, например, вот эти настоящие швейцарские часы Raymond Weil. Этот бренд, в жизни которого не последнюю роль сыграла музыка. Они сотрудничают с музыкальным сегментом уже более 40 лет, благодаря чему им удалось распространиться, во-первых, по всему миру, во-вторых, показывать там уверенный и стабильный рост. При этом это то самое настоящее, оригинальное швейцарское качество. Эти часы действительно подарить, но это швейцарские часы, ребята, это всегда круто. И купить их, естественно, можно в магазине alltime.ru. Это наши партнеры, с которыми я работаю уже много лет, и я сам покупаю там подарки своим родственникам. Это номер один в России в часовом сегменте и в топе лидеров по ювелирным изделиям. Есть и гарантия, и доставка, и все, что вы хотите. Это действительно проверенный магазин. Там всегда в наличии тысячи наименований, как причем и самые популярные, так и самые свежие новинки. Причем все это в наличии уже прямо сейчас. А сейчас там еще и само собой действует Черная пятница. Это значит, что на все ваши любимые товары ребята приготовили специальные скидочки. alltime.ru — это настоящий эксперт в сфере часов. Так что переходите по ссылочкам в описании и покупайте подарки для себя и своих любимых в проверенном месте. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на очередную серию по копейке, которая сзади уже практически собрана, как в финале серии. Мы сейчас вам все расскажем, как это собиралось, но главное, короче, у нас гора проблем. Ну, не гора, но горочка. Короче, если вкратце, мне там ничего не нравится. Я сейчас все объясню. Вадим сейчас будет пытаться объяснить, что все нормально. Поехали. Это там прокатит, это Юлик, там клиент, короче. Свои, свой, ребята прикроют, я вам объясняю. То есть, как бы все нормально, это будет работать. Если сейчас не упадет с подъемника. Но мне она вообще не нравится. Вот можно прям так одним дублем. Во-первых, у нас в этой серии наконец-то появились полы. Полы были сделаны из цельного листа железа, выгнуты и сделаны конкретно под эту машину. Наши проблемы. Короче, получились отличные полы, все сделано, но это гребаный колхоз. Значит, смотри, показывают конкретно, что мне не нравится. Во-первых, нету подушек. На чем? Кузов сидит прямо на раме. Так мы же и делаем рамную конструкцию. Да, так мы делаем рамную, но обычно, когда кузов сидит на раме... раму, которая интегрирована, мы не собирались. То есть это интегрированная рама? Конечно, мы не собирались. Не будет ли дискомфорта? Не будет. Ты прямо отвечаешь. А какой дискомфорт в оффроудской машине? Нет, ну ты только что мне говорил, что будет шумка. Шумка будет. Но при этом у нас кузов сидит напрямую к раме. Так и должно было быть, иначе нам пришлось бы на кузов усиливать. Мы же выпилили все днище и туда вставили эту... Мы просто копеечную раму усилили. То есть не раму, а лонжероны копеечные. Вместо копеечных лонжеронов теперь рама. Но микроподушечки... Да невозможно. К чему их крепить? Иначе нам бы пришлось делать днище с рамой. Если ты бы присутствовал, ты видел, как мы выпиливали все днище целиком, полностью. Иначе нам бы пришлось делать еще один кузов, который ставить на... У нас же получился и кузов, и рама в комплекте. Да, то есть это на самом деле получилась кузовная машина с интегрированной рамой. Да, это, как допустим, да, только лучше. Только, ну, конечно, проходимее. Само собой. Далее, вот это все из трубы квадратного сечения. Я еще в прошлый раз тебе это говорил. Вопросов нет. Я даже загуглил, ты оказался прав. Труба квадратного сечения держит лучше, чем труба круглого сечения. Да. Проблема в том, что это ни разу не продает. Вот сейчас все, кто видит вот эти швы,
Ты посмотри вот это вот. Так это все будет зачищено, мы же будем все это обрабатывать. Да, но качество сварки видно уже Нет, сейчас. качество сварки тут отличное. Идеальное качество Нет, сварки. Так ну, вот, ну как не обработанные швы, а что ты хочешь? Тут проваривали сильным током, даже где-то электродами варили. то есть мы просто типа сейчас рано все это снимаем. Нужно Почему показать рано сразу снимаем? готовый результат. Нет, То есть давай. Я предъявляю претензии до окончания работы, хочешь сказать. Да, вот Это неправильно. Я бы принимал претензии после После того... окончания работы. Конечно. Когда герметосом здесь замажем килограмм. Нет, во-первых, очистим, отобьется это все, где-то доварится. Потому что мы сейчас будем еще испытывать геометрию подвески, может что-то придется передвигать куда-то. То есть это еще все типа вот может быть. Ну, это Ты уже... только что говорил, что мы проваривали сильным током, чтобы навигать. Нет, вот это-то проваривали. Так. Вот это точно проваривали. Вот это уже мы никуда не передвинем. Следующая моя претензия. Это некрасиво. Я когда вижу такую раму, я себе такую не хочу. А какие варианты здесь? Мы до миллиметра здесь это вдвигали. Трубчатая гнутая рама. Как на антигелике. На антигелике красивая рама. Красиво. Сколько ты ее строил? Ну, чуть подольше. Ну, чуть в 100 раз дольше. Но у нас же ателье. Мы же хотим, чтобы заказчик увидел и подумал, ух ты, хочу такую штуку. Вот он увидит и скажет, ух ты, хочу эту штуку, когда это будет обработано, открашено. Это будет Саша с Юликом, там понятно. Нет. Неправда. Я тоже всегда за качество и за красоту. Я не принимаю вот такую работу. Вот этот узел, вот это вот, посмотри, вот это вот, все. Вот это будет все хорошо облагорожено, здесь будет защита и закрытие. Но это я с батей в гараже, ты понимаешь? Это я с батей в гараже, 100%. I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag, you be all in my business, know they notice me flexing, fit in all in my fitness, I've been all in my bag, you been all in my business, you be all in your feelings, I've been all in them trenches, I've been all in my bag. You be all in my business, know they notice me flexing, fit in all in my fitness. My chain dancing, my head big, my top heavy, I let it down. See me shining, they hating on me, they mean mugging, I let them down. She call me Poppy, I'm popping now. Hoes happy, I'm hopping now. Money talks, I'm the only thing these broke boys should be talking about. They talking greasy, we eating healthy, we getting wealthy, you see the difference. Blew her back, then I blew her off. She salty, now she can't be the missus. My partner's country like cornbread. In the city plotting on long bread. These niggas out here going broke, trying to do the shit that they song says. Ты посмотри, тут какая количество бэушных деталей, смотри, перемычка в раме, она БУ. Даже здесь остался порванный металл от того, что было. Оно гнилое. Еще раз тебе говорю, мы делали, мы скрещивали так. Жигули и Nissan. И Nissan. И получилось... Мосты от Nissan. И раздатку. И подожди, секунду. Задача нами с тобой была поставлена какая? Сделать мосты, рычаги и всю подвеску от Nissan. У Nissan была вот такая рама. Мы взяли за основу куски, вообще я хотел изначально, как я говорил Олегу, взять раму Nissan, по крайней мере переднюю часть, а заднюю сделать. Но когда он начал варить, ну не подошли углы здесь чуть-чуть, и он начал ее резать, она оказалась гниловата, пришлось, он сказал, я заново переделаю. И поэтому она, во-первых, в любом случае прямоугольная получилась, потому что она в любом случае держит лучше. И вот эти все кронштейны, они были изготовлены по Nissan, какие-то взятые ниссановские части. Да, здесь много кастома. Хорошо, дальше, смотри, тут. Вот эти чашки. Вот это кусок железа, обрезанный газом или чем-то. Почему не сделать лазерной резкой? Красиво. Долго. Да запарно это все чертить. Мы это все обработаем, будет красиво. Чего ты переживаешь? Куски чашек тоже от старого контроля, они гнилые. Они не гнилые, тут все проварено. Чего ты переживаешь? Это некрасиво. Я как клиент не хочу себе такую раму. Я не хочу эту раму, понимаешь? Она мне не нужна. Мы переделаем на круглую, что ты переживаешь? Смотри, сколько вот это все. Вот это вот. Вот это вот. Да. Это ровно то, что я хотел. Конечно. За свои миллионы. Миллиарды. Я знаю людей, кто сделает лучше. Конечно.
но дольше и дороже. Дороже, Ну, просто в 10 хорошо, раз по дороже. цене я с тобой согласен. А в 10 раз дороже и в 5 раз дольше. Поскольку делаем для своих, мы на этом не зарабатываем. Это понятно. Не для этого это все. Нужна скорость тут. Пока мы будем это чертить, заказывать и так далее, мы уже все это сделаем. Честно. И в итоге это все будет сниматься, все будет обрабатываться. А вот потом, когда я это все открашу, обработаю и сделаю, ты свои претензии выскажешь. Я защищаю интересы клиента. Я согласен. Ты здесь хочешь его ограбить. Они меня побьют а я нет. на оффроуде. А я за клиента. Юлик и Саня классные пацаны. Вот это. Ну, допустим. Ну, как это выглядит, опять же, мы молчим, да? То есть про красоту мы забыли вообще полностью. Ну, да, необработанная деталь, согласен. Давай мы... Снимется, отшлифуется. Отшлифуется, все швы будут зачищены. Все швы. Угловые, внутри, снаружи, все будет зачищено. Чего ты предъявляешь претензии к сварке, если она еще не обработана, не открашена? Еще раз. Допустим, полы. Вот если мы сейчас опустим, мы сядем в салон. Вот пол снизу смотрится нормально. Вот эти полы снизу, они прям нормально. Мне нравится. Редкое исключение. Я понимаю даже, что это все будет заделано, что то все будет заделано. Изнутри пол опять напоминает вот батю в гараже. Понимаешь? Нет. Вот давай сейчас опустим и залезем в салон. Значит, что мы видим? У нас рулевая колонка. Ввиду того, что немножечко изменилось. А это открывается? Да. Значит, то, что нравится, давай, на удивление. На удивление есть и хорошие моменты. Особенно, как я сижу. Значит, хорошо. Это место Хокинга, да. Я называю вот это вот. Ну, вот так вот. Но если ты Хокинг, вот так ездить нормально. У остальных будет болеть шея. То есть кресло надо ниже. Педальный узел. Тормоз у нас будет под левой ногой. Извиняюсь, слишком сильно. Газ под правой, а посередине вот так это будет. Нет, ну ты можешь. А почему нет? Газ должен быть здесь тогда, а тормоз здесь. Видишь, это должно быть или вот так, или двумя ногами. Почему? Ну потому что неудобно на тормоз давить вот так. Ты видишь, как у меня сейчас вот так, вот это вот. Это эргономика? Я уже, ну если я Хокинг, то понятно, там ноги рукой вот так переставляешь и нажимаешь, но это очень черный юмор, он чернее, чем черная дыра. Мы не можем ее поставить направо. В общем, я хочу сказать, что очень удобно получилось по посадке, и то, что педали с тормозом получились под две ноги, это на самом деле очень круто. Ну, поехали, все. Короче, да, допустим, давай зафиналимся на хорошей ноте, что все еще может быть неплохо. Одеваем шапочку заказчика, худи заказчика, все заказчика, машины заказчика, все его. Осталось завестись. Но это УЗ, кто бы сомневался. И поехать. И вот здесь сейчас будет самое интересное. Приборы, как у нас вы видите, специально спортивные. В BMW же есть такая фишка, да, спортивные приборы можно вывести. Вот у нас примерно так же. Ага, по тормозам я понял, а их вообще нет. Ну, с другой стороны, да, тормозов нет, пацаны, покеда. Не, есть, все, вижу. Ощущение легкости. Она очень легкая. И жесткая. И стекол нет, вот это тоже непривычно. Понял. Выворота пока нет, не настроено ни хера. Потому что проставочки мы хотели поставить, все верно. Не знаю, как со стороны, но изнутри прям смотрится.
Слушай, ну это интересно. Да, мотору не очень, надо все-таки по нормальной схеме его подключить, но пока едет. Ну, собственно, мы сейчас вроде как бы это и не хотели, чтобы супермотор здесь был. И я хреначу. Нет, это вообще нормальная тема. По-моему, нормально. Вообще кайф. По-моему, подбуксовывает карабас, потому что она не шлифует. Ну это нормально, мне кажется. Да, это более чем нормально. Вообще едет тачка. Ну все нормально. По-моему, тест окончен. Надо написать пацанам, что им нужен еще один УЗ. У меня есть ощущение, что, во-первых, блока все-таки сзади не работает. Хоть одно колесо буксовало, когда мы наверху были. Да, да. Одно буксовало. Видно, да. Одно, по-моему, но не два. Я второе не видел, его точно одно. Мне тоже показалось, что блока сейчас не закусила. Но, собственно, и, по-моему, это было не самое главное. Она все равно едет очень успешно. И богатит, да? Потому что черный дым аж снизу такой валит. Не, ну там вообще не было настройки. Да, не было конечно, ничего, это все вот на коленке, просто набитой собрали. косе. Да, сейчас электрику... Это вообще все не имеет значения. Мне понравились свесы. Очень понравилась геометрия. Да, геометрия. Но подвеска слишком жесткая. Это понятно, Так, ходов нет. Но это все как бы нам сегодня не надо, это мы все настроим. Ну так-то круто. Так и Прямо смотрится вообще, и прямо. едет. Тонкая настройка подвески. Дальше уже выезд куда-то нормально нужно. Поля, там канавы, все вот это, у чтобы нас крестились тут есть мосты. рядом. Да тут все в наличии, все полигоны, ребята, мы все в области. Дальше вот есть идея сначала сделать внешку, чтобы эта машина все-таки уже была красивая, уже была сочная и нарядная, потому что все очень любят, когда машина запоминается именно в этом своем красочном виде. Поэтому есть мнение, хоть это и по идее неправильно для кастома, но у нас клиент, грубо говоря, наверняка, я думаю, согласуюсь, чтобы она сразу стала желтенькая, на черных фендерах, контрастная такая, мощная. И потом уже все набиралось крепости. И далее следуют те самые боевые выезды, когда все может стать очень плохо, если мы где-то сегодня ошиблись. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. До встречи в следующих. Огромной вам всем удачи и пока.